Приветствую вас, друзья! Вы на третьем уроке по оклейке автомобиля пленкой. Автомобиль у нас все тот же самый, Mercedes в 204 кузове. Клеить мы будем в этом уроке капот. Виниловая пленка у нас китайского производства, все та же. Мы здесь проводим непосредственно финишную протирку капота. Розовая жидкость — это спирт с водой. Она используется для подготовки машины к покрытию керамики. Но по факту это спирт, вода, краситель и ароматизатор. Поэтому можно обойтись только спиртом. Накидываем мы пленку по половинке. Этот метод подходит для китайских именно пленок очень хорошо. Китайские вообще пленки, они отличаются тем, что у них очень сильный клей. Вот когда ты клеишь китайскую пленку, если, например, целиком снять подложку и накинуть на капот, то потом, чтобы ее отодрать, есть большой риск просто разорвать пленку в клочья, потому что она прям намертво прилипает. И поэтому именно вот этот вот вариант постепенной оклейки нам позволяет в чистоте накинуть пленку, так как у нас с одной стороны клей, с другой стороны подложка обратной стороны. И позволяет избежать многих ошибок и, в принципе, аккуратно, так скажем, наклеить пленку. Здесь я фиксирую ее, снимаю маленький кусочек подложки, фиксирую саму пленку к капоту, чтобы она у нас держалась, чтобы она никуда не делась. А мой напарник-помощник держит вот этот край, чтобы мне было удобно клеить. Вообще, как правило, капот лучше клеить вдвоем. Я не рекомендую использовать мокрый метод оклейки на воду, на все что угодно, потому что спустя какое-то время клей, за счет того, что в пленке есть каналы, он собирается в пузыри, и потом он постепенно поднимает клеевую основу, идет к краям, и от этого поднимаются края. Если это зимой происходит, то есть шанс, что на первой же мойке, мойка высокого давления, пленка просто лопнет. Вот, как вы видите здесь на видео, я изначально пальцем прижал пленку. Это я сделал для того, чтобы она ровно пригладилась на этой поверхности. Я веду сейчас только по плоской поверхности, то есть там, где у меня пленка сильно уже начинает делать складки, я там уже не веду. На ракель я нажимаю не сильно, то есть прям еле-еле, потому что если сильно нажать, то в таком случае вот эти вот складки, они заломятся. А мой напарник, он позиционирует пленку так, чтобы минимизировать вот эти складки. Здесь я правой рукой тяну пленку на себя, чтобы складки распрямились. Но когда мы доходим до того, что элемент у нас уже изгибается, мы применяем фен для того, чтобы разгладить эти складки. Греть сильно не нужно. Греть нужно только для того, чтобы пленка немножечко потянулась. Потому что если очень сильно погреть, то в том месте, где пленка уже прилипла, она образует такую полоску от того, что клей растянется от сильного нагрева. То есть греть нужно только лишь вот эти сами складки, чтобы они немножко растянулись. Вот видите, он тянет пленку, я вот сбоку тяну, и мы вот так вот уже смогли большую часть капота наложить. Но, как я вам говорю, целиком этого делать точно не стоит, только лишь вот на таких местах, где уже 100% все получится, и площадь, на которую мы кладем пленку, она не очень большая. Также следует очень внимательно разгонять пузыри от того места, где вы уже клеили, чтобы пузырь не попал, не остался, например, посередине элемента, чтобы он был вот здесь вот в конце. Поэтому очень важно соблюдать вот именно вот эти вот движения, они должны перекрывать друг друга на ракеле постоянно. И тогда у вас не будет пузырей по центру капота. Здесь мы доводим пленку до ребра обязательно. Вот здесь также он мне помогает. Вообще мы стараемся на краях особо не тянуть пленку. Мы стараемся ее двигать так, чтобы у нас складки уходили. Но можно, конечно, погреть и натянуть очень сильно. Но феном не стоит очень, так скажем, увлекаться. То есть греем прям совсем немножко и совсем немножко натягиваем. Потому что особенно на маленьких
частях, если мы, допустим, вот на такой части, да, вот на такой, да, вот на такой растянем вот настолько, то это будет x2, да, если мы вот на такой растянем вот столько, это будет уже x5, да, и пленка просто, ну, скорее всего, отвалится, потому что у нее сила натяжения будет выше, чем сила клея, который ее держит. Вот, как вы видите, пузырьки таким образом пальцем могут быть убраны, это нормальная практика. Здесь у нас есть непосредственно ребро, и здесь очень важно пленку также не перегреть, и очень важно ее ввести, вот как здесь пальцем, то есть если мы пропустим какой-то момент и не погреем там, то она, скорее всего, там поднимется. То есть у нас здесь на капоте есть так называемый треугольник, да? И вот нам нужно ввести пленку, греть ее не внутрь углубления, да, а греть ее рядом и укладывать в это углубление. Я надеюсь, понятно объяснил. Но суть в том, что самое главное не перегревать пленку, не тянуть ее очень сильно. То есть она должна гармонично нагреваться и тянуться. То есть не надо погрел сильно, да, и натянул ее как тряпку. Нет, она тогда отвалится. Нужно прям тянуть вот минимальное количество, сколько возможно натянуть, вот столько и надо тянуть. И тогда она будет хорошо держаться, потому что у нее не будет действовать так называемого вот этой силы натяжения. У пленки есть какое свойство? Особенно у китайской, да, потому что мы про китайскую сейчас говорим. У нее есть так называемая память. Некоторые говорят, вот мы сломаем память у пленки, да нельзя ее сломать, она заложена в структуре самой пленки. То есть она имеет вот свою, так сказать, память, да, свою форму. Когда мы ее греем, мы ее растягиваем. И если мы растягиваем сильно, то, так скажем, сила ее памяти, этой пленки, она превосходит силу клея, который ее держит. И за счет этого она может свернуться. Вот так это работает. Поэтому мы греем максимально слабо, насколько только можем. Итак, здесь мы уже немножечко по-другому действуем. Здесь у нас подложка имеется под пленкой, и по мере моего продвижения мы вытягиваем подложку из-под пленки. Этот способ, он как бы более простой, на мой взгляд, для новичков в особенности, потому что у нас там ничего не прилипает, и вот таким способом уже можно, ну, как бы нежелательно, но можно клеить одному, потому что ты как бы контролируешь, как у тебя вытаскивается подложка, и она у тебя не приклеивается к капоту. Также, я не упомянул, есть специальный инструмент, который может порезать подложку, не снимая с пленки. Это такая ручка, и у нее внутри такая планка есть, она под подложку засовывается и вот так проводится целиком. И таким образом можно в середине разрезать подложку и положить ее вот таким, то есть у нас подложка вот так завернется, а здесь будет клеевая сторона, и мы можем ее пальцем приклеить к капоту, и у нас будет с двух сторон подложка. Вот, такой инструмент есть. Он есть у Узлекса, да и у китайского, может быть, есть инструмента, у американского. Ну, вообще, это такой, ну, профессиональный инструмент, его купить можно в специализированных магазинах. Итак, вот здесь вот мы непосредственно укладываем пленку в ребро, и за счет того, что она укладывается, а не натягивается, у нас образовалось большое количество складок на ровной поверхности. Но это в данном случае лучше, чем если бы мы, например, натянули ее в ребро, потому что в ребре у нас у пленки отсутствует сила натяжения, а на поверхности, на плоской, у нас меньше рисков того, что пленка у нас, допустим, ну, съежится, да, там как-то соединится. Вот здесь вот мы уже доходим до непосредственно краев. Здесь нам уже нужно греть пленку больше, потому что капот имеет уже округлую форму. И вот здесь вот мы ее прогрели, можем натянуть, и вот она прям легко, видите, натягивается. То есть я сильно не тяну ее. Вот она натянулась, и теперь самое важное ее грамотно, вот таким образом, пузырь этот довести до края. Вообще вот это место самое сложное оказалось в капоте. И вот здесь, допустим, у меня пузырь, все, я его не могу отсюда убрать. Вот, он никак не убирается. Единственный вариант — это поднимать пленку.
То есть представьте, если у вас такая же ситуация, и этот пузырь находится в середине капота, то как бы нужно поднимать весь капот. Некоторые говорят, а давайте проколем пузырик и вытащим из него воздух. Да, это можно сделать, никто это не запрещает, и никто об этом не узнает. Но вы проколите пузырик, у вас там образуется дырочка. В любом случае, зимой в эту дырочку может попасть влага, она расширится, и пленка в этом месте может лопнуть. Или, допустим, подняться. После этого еще раз туда попадет влага, она уже попадет под пленку, и в этот момент пленка уже сама как бы лопнет. Потом машина поедет на мойку, и в этом месте пленка просто вот так раскроется от давления и от того, что она будет под сильным давлением, да, и от того, что она будет, например, под низкой температурой. Короче говоря, лучше не делать так. Это можно сделать на каких-то рекламных машинах, там, на наклейках, но только не на профессиональной оклейке машины. Это очень важно. Потому что винил все-таки, он твердеет на морозе. Он твердеет на морозе, и вот может это произойти, о чем я сейчас сказал. Так вот здесь, как вы видите, я укладываю в ребро пленку, не натягиваю, укладываю. Вот, всегда, если есть возможность уложить, всегда укладывайте. Вот, и теперь за счет того, что она у меня уложена в ребро, у меня вот тут появилось множество складок, как вы видите, это нормально. Здесь можно погреть, потому что здесь уже нет такого риска, как, например, в ребре, потому что если мы растягиваем пленку в ребро, то она у нас хочет, по памяти вернуться обратно. Да, и, кстати, очень часто некоторые думают, что я сейчас помажу праймером, и у меня пленка, она как бы возьмет и будет держаться, если я ее натяну вот здесь, праймер же для этого придуман. Да, может быть для этого и не совсем для этого, но суть в чем? Есть еще помимо того, что клей держится за поверхность, еще сам клей держится за пленку, ребята. И если вы там хоть клеем намажете, да, и приклеите, то все равно это не будет прочнее того, как сам клей держится за пленку. Если вы ее сильно натянете, накинете на праймер, то у вас просто пленка от клея отойдет за счет того, что адгезия клея к пленке меньше, чем память этой пленки, да, понимаете, о чем я? То есть очень важно именно не использовать в оклейке какие-то лайфхаки, да, там праймеры, там всяческие, там, я не знаю, секретики, вот это вот все. Самое главное в оклейке — это грамотно ее растягивать, не перетягивать ее, не там засовывать ее под большим напряжением в ребра. Вот это самое важное. То есть надо чувствовать этот материал и не перетягивать его. И тогда он будет держаться вообще даже без всяких праймеров, да, ничего не надо, он может держаться нормально. Но китайская пленка все равно, она все-таки толще по размеру, и поэтому для нее все-таки я рекомендую использовать, особенно на краях, праймер, потому что когда мы резко загибаем, вот это вот загиб для нее сам по себе, он, это как бы серьезное испытание, так скажем, для китайской пленки. Вот такие вот, ребята, дела. Но тем временем, пока я тут говорил, мы уже практически заклеили весь капот. Я думаю, понятна сама методика оклейки. Еще раз повторюсь, что я в других уроках говорил, особое внимание нужно уделять подворотам. И на старых машинах, в частности, вот и на этой тоже было, элементы, допустим, после покраски, да. И маляры как делают? Они заклеивают скотчем краешки капота, снизу заклеивают его, да, и красят его поверху. И вот на этом изгибе бывает ступенька от этого маляра. То есть он покрасил, да, снизу он не красил, сверху он покрасил. Потому что им, проще снизу заклеить скотчем и все целлофаном заклеить и покрасить, чем там внутри что-то клеить, капоты внутри грязные, сами понимаете. И у нас есть ступенька. И вот эта ступенька бывает очень ярко выражена, то есть она прям чувствуется пальцем. Если вы на старой машине находите такую ступеньку, то либо праймером нужно проходить, либо если нет праймера, то можно какой-нибудь наждачной бумагой, там, не знаю, 600-й там может быть, подшкурить, чтобы не было таких вот резких каких-то изгибов, потому что в этом месте пленка может подняться
где будет этот изгиб, и на мойке могут ее пробить, когда будет мороз. Вот, как бы такой маленький момент, но важный. Вот здесь также вы видите, что я укладываю пленку в ребро, чтобы не было натяжения. Но если вы, ребят, клеите литую пленку, дорогую, да, там Every, 3M, Hexis, которая именно литая, потому что есть литая, каландрированная, гибридная. Гибридная вообще непонятно, что за пленка, ПМФ есть. То есть, но это гибридная, не литая, короче говоря. Вот, если вы клеите литую пленку, вы можете вообще целиком накинуть на капот ее, да, и она у вас везде пройдет. Но у нее тоже есть ограничения. Обычно она растягивается не больше, чем на 100%. После этого перестает держать клей. И это очень важный момент. Она менее подвержена памяти. У нее практически нет. Но только если вы ее не супер сильно, да, растянули. И ее можно прямо вот в это ребро, да, просто натянуть на край, погреть ее и уложить ее. И она будет держаться. Но не с китайской пленкой. Вот здесь также такой самый деликатный момент в капоте. Здесь я использую в качестве инструмента свои пальцы, чтобы не заломить пленку. Я стараюсь ее не тянуть, стараюсь ее уложить, как можно больше именно уложить. Вот. Но внимательно посмотрите, как это делается. Я сейчас ее грею, потому что у меня вот эти складки, тут 3 плоскости, складки никуда не денутся, и вот я немножечко ее стараюсь так тянуть, чтобы при этом складки были небольшими. И вот пальцем не всегда получается, вот так вот. Но, тем не менее, шаг за шагом обычно всегда выходит это сделать. Здесь прям такое, я прям помню этот момент, когда я клеил. И здесь очень важно не перетянуть, и видное достаточно место, важно все правильно сделать. Вот здесь какая-то вот, эти вот штучки, которые вот эти вот остаются, их никак вообще не убрать. То есть эта пленка, она вместе как бы соединилась, да, и там протыкай, не протыкай, и это все равно останется. Вот там видно, прям маленькая точка есть, но эта точка, судя по всему, на капоте. Ее, если вот так, ее вообще не видно, эту точку. То есть очень важно еще обращать внимание, вот особенно важно, когда у вас машина клиента. Когда они вам привозят машину на оклейку, да, они уже привыкли, как она выглядит в краске, и они не знают обо всех деталях, которые у него там есть, дефектах, там каких-то сколах, да, царапинах, они не знают о них реально. А потом, когда вы, например, наклеите пленку, и там виден какой-то скол, он говорит, а что это у вас там, пыль под пленкой там, или еще что-то. Так вот, чтобы этого избежать, в процессе подготовки машины необходимо сфотографировать все дефекты, желательно на макросъемке, ну то есть вот прям сфоткать, и прислать своему клиенту перед оклейкой, для того, чтобы он убедился в том, что у него есть дефекты на машине. То есть прям присылайте сообщение. Вот мы подготавливаем сейчас машину и хотим вам показать о тех дефектах на ЛКП, которые мы обнаружили. И высылаете ему вот это вот все. Это, кстати, для детейлинга тоже касается. Очень часто легко решить все вопросы. И после того, как он обнаружит там какую-то точку или еще что-то, вы ему покажете фотку, там типа, мы вот тебе сфоткали, вот это вот оно и есть. И все, вопросов нет. Так, насчет подрезки. Как я подрезаю? Я держу палец один на ребре капота, а другим пальцем я держу нож. То есть вот таким вот способом я режу, за счет этого у меня получается достаточно ровный рез. Но со временем настолько привыкаешь резать, что уже и палец не нужно прижимать. Но на длинных поверхностях это я всегда делаю, поэтому рез получается хороший. Здесь я режу просто в черновую, чтобы у меня не болталась пленка. Вот капот у нас уже достаточно красиво выглядит. Подгибаем мы все элементы, конкретно капот в данном случае. Мы подгибаем его, у капота есть металл, который мы оклеиваем. И этот металл внутри загибается, обычно на 5 мм.
И вот мы загибаем также пленку до этого металла. То есть нет необходимости загибать больше, потому что если вы загнете больше, то она, скорее всего, там отвалится, она вот будет так болтаться, там будет грязь. Короче, загибаем ровно столько же, сколько у нас загнут металл под капотом. Сзади, кстати, где дворники, можно оставить чуть-чуть побольше, но тоже немного. И это место обычно никогда не поднимается, насколько я заметил по практике. Вот, капот, как вы видите, получился у нас очень хорошо. Никаких дефектов на нем не обнаружено. То есть все достаточно красиво. То, что там справа была какая-то точка, ее вообще не видно, когда стоишь около машины. То есть вообще абсолютно не видно. И теперь вот посмотрите, каким образом я делаю уголки. Есть два способа загиба уголков. Первый, это вот как я здесь делаю, да, даже есть несколько. Первый, как я здесь делаю, внахлёст. Я делаю внахлёст, потому что там под капотом там вообще кошмар. Это крашеный капот, и я решил вот именно в этом месте загнуть, чтобы держалось, короче говоря. Вот. Второй метод, он заключается в том, что мы греем уголок. Вот здесь, видите, я погрел чуть-чуть и внахлёст наклеил на ту сторону, и потом это все закрепил. Второй способ, он у нас тоже будет, то есть мы уголок немножко греем феном и чуть-чуть его натягиваем, прям в легкую, чтобы он перекрыл сам уголок. И потом подрезаем в край. Вот. И еще один способ, он тоже здесь будет, это делаем вырез небольшой и без натяжения накладываем. И здесь на углах очень важно тоже сильно не перетягивать пленку. Вот здесь я сейчас вот погрею и чуть-чуть натяну. Вот этот способ. То есть мы в легкую натягиваем, прям немножко, и потом подрезаем. Здесь я подрезал, чтобы у меня напряжение ушло, потому что там как раз складка появилась от напряжения. Везде я тут загибаю с подрезанием. Я здесь загибаю внутрь, потому что строение капота, оно немножко необычное в этом месте. Видите, там какой капот, то есть он там красился несколько раз. Вот здесь я убираю тоже напряжение с пленки с двух сторон. И вот то, что я натянул, я фиксирую потом внутри. Если капот нормальный, можно просто подрезать в этом месте, она будет держаться. Ну и здесь, как вы видите, остались несколько складочек. Я решил это оставить вот так вот, как есть, потому что машина моя, и я тут пошел в сторону надежности, потому что если не загнуть так, то она просто отвалится. И там у меня праймер, поэтому я 2 раза там не тянул в этом плане. Но когда капот закрыт, этого вообще ничего не видно. Вот здесь я тоже подвернул пленку. Провожу пальцем. Именно лучше всего рекомендую загибать, именно проводить пальцем. Потому что если ракелем проводить, часто пропускается ракелем какие-то моменты, и у нас там образуется такая вот складка, которая выглядит очень некрасиво. Вот здесь я тоже все загибаю прям внутрь. И достаточно красиво здесь все получается. Еще есть специальные инструменты для загиба вот этих частей, но я сколько ими пользовался, неудобно. Вот пальцем самое идеальное получается. После того, как вы загнули, нужно обязательно погреть феном это место. Если после прогрева феном пленка не поднимается, то она не поднимется потом. Если когда вы загнули, греете феном, оно начинает сворачиваться, значит вы перетянули пленку, и она потом по-любому отвалится. То есть нужно там как-то еще раз промазать праймером или чем-то дополнительно закрепить. Вот так вот выглядят подвернутые края, потом они подрезаются непосредственно до герметика, если быть точным, там герметик у нас, и вот до этого момента подрезается. Но в данном капоте этого не будет, потому что он очень страшный внутри, и там не подходит это под обычную машину.
Здесь вот также я натянул, вот здесь вот все то же самое. Вот видите, я держу пальцем и режу, и у меня получается идеально ровный рез. Вообще, если, например, отрезать там 5 миллиметров, то можно так и загнуть, как он есть. Вот края должны быть, видите, у меня особо складок нет никаких, то есть они вот должны быть без складок, тогда все четко получится. Вот здесь уголочек, вот я его загибаю, смотрю, сколько мне нужно загнуть, и вот именно так я его и обрезаю, чтобы у меня лишнего не было на уголке. Ну и потом это все дело загибается, прогревается, проверяется, что все держится, и все. Но здесь также вот эти самые такие места неудобные на самом деле. Здесь важно один раз отрезать. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Прям очень хорошо подходит. На этом заканчивается урок. Я думаю, все понятно. Если есть какие-то вопросы, то в комментариях пишите, я постараюсь на них ответить. На этом заканчивается наш урок. Спасибо за внимание. Пока-пока.